Новое поколение Mercedes-Benz GLC представлено официально. Модель стала больше, получила новые опции, измененную внешность, гибридные двигатели и впервые в сегменте полноуправляемое шасси. Mercedes-Benz GLC является одним из самых продаваемых SUV немецкой марки. Это уже третье поколение среднеразмерного кроссовера, если считать машину с индексом ГЛК, выпускавшуюся в 2008-2015 годах. За все время немецкий производитель реализовал свыше 2 600 000 единиц и теперь надеется на продолжение истории успеха. Революционных решений ожидать не стоит. Модель и без того неплохо продавалась. По популярности в прошлом году она обошла даже C-класс. У кроссовера новая головная оптика иной формы. Теперь фары контактируют с радиаторной решеткой. В качестве стандартных идут светодиодные фары, а за доплату доступны фары Digital Light, которые умеют проецировать на дорогу подсказки для водителя, стрелки и различные символы. В каждой такой фаре стоит по 3 диода и матрица из 1 300 000 микрозеркал. Радиаторная решетка поменяла форму и наполнение. По центру появилась хромированная полоса, и в целом хрома в декоре стало больше. Опционально можно заказать обвес AMG Line со спортивным оформлением бамперов. Новинка оснащается новыми оригинальными колесами размером от 18 до 20 дюймов. Еще одно принципиальное изменение – это снижение коэффициента аэродинамического сопротивления, который теперь составляет 0,29 вместо прежних 0,31. Новый Mercedes-Benz GLC получился на 60 мм в длине, 4716 мм, и в основном это благодаря увеличенному заднему свесу. Таким образом, GLC стал больше Audi Q5 и даже BMW X3. Ширина кузова осталась прежней, а передняя и задняя колея увеличилась на 6 и 23 мм соответственно. В основе GLC второго поколения лежит все та же модульная платформа Armor A с двухрычажной подвеской спереди и многорычажкой сзади. У базового кроссовера амплитудозависимые амортизаторы, а опционально можно заказать пневмоподвеску, спортивное шасси, либо пакет Off-Road Engineering, который дает дополнительные 20 мм дорожного просвета. Усилитель тормозов теперь электромеханический. А главная новинка – это подруливающая задняя ось. Она предложена за доплату и впервые в сегменте. Причем у кроссовера GLC задние колеса могут поворачиваться на угол до 4,5 градуса, против 2,5 градуса у легкового C-класса. Это позволяет уменьшить диаметр разворота с 11,8 до 11 метров. А на скорости более 60 км в час колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние, повышая устойчивость. Оформлением интерьера нового GLC повторяет также нынешний C-класс. На кроссовер перекочевала виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма и вертикальный сенсорный экран на 11,9 дюйма. Предусмотрены мультиконтурное переднее кресло с функцией массажа, камеры кругового обзора, 4-зонный климат-контроль, панорамная крыша, проекционный дисплей и аудиосистема Burmester с 15 динамиками. Также отмечается и улучшенная шумоизоляция. Для обработки центрального тоннеля впервые использовано покрытие толщиной 2 мм на основе битума. Электропривод пятой двери, разделенный на 3 части спинка заднего дивана в пропорции 40-20/40, входит в стандартную комплектацию. Объем багажника под шторкой увеличен с 550 до 620 литров, а со сложенным задним рядом он прибавил 40 литров, до 1640 литров. Вся моторная гамма Mercedes-Benz GLC, так же как и у C-класса, полностью электрифицирована. Это бензиновый GLC 200 мощностью 204 лошадиные силы 320 Нм, GLC 300 на 258 лошадиных сил и 400 Нм, а также дизельный GLC 220D мощностью 197 лошадиных сил и 440 Нм. В будущем появится 6-цилиндровая версия GLC 400D с рядным 3-литровым турбодизелем, но она появится позже. Все двигатели имеют 48-вольтовый стартер-генератор, который выдает дополнительные 23 лошадиные силы и 200 Нм в первые секунды разгона. Коробка передач 9-ступенчатый автомат Nine-Jetronic. Также в гамме есть 3 подзаряжаемых гибрида, причем один из них дизельный. Все они имеют те же 4-цилиндровые двигатели объемом 2 литра. А в 9-ступенчатый автомат встроен электромотор с отдачей в 136 лошадиных сил и 440 Нм. Таким образом, версия GLC 300i имеет мощность в 313 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента,
GLC 400i развивает 381 лошадиную силу и 650 ньютон-метров, а GLC 300DI 335 лошадиных сил и 750 ньютон-метров. Самый мощный бензиновый гибрид может разгоняться до сотни за 5,6 секунды. Гибридный GLC имеет тяговую батарею емкостью 31,2 кВт-часа, которая расположена под полом багажника. А еще у них стоит пневматическая задняя подвеска, спереди сохранены пружины. В чисто электрическом режиме кроссоверы могут проехать 117-120 км по циклу WLTP и разгоняться до 140 км в час. Предусмотрен гибридный режим, в котором электроника сохраняет заряд аккумулятора, чтобы его гарантированно хватило для последней мили. Батарею можно заряжать от розетки. Заявленный расход топлива для подзаряжаемых гибридов 0,5-0,8 литра на 100 км. Все версии нового GLC имеют традиционную трансмиссию Firmatic с постоянным полным приводом. У 4 версий межосевой дифференциал по умолчанию делит тягу в пропорции 40/55 в пользу задней оси. Но у бензиновых гибридов распределение иное – 31/69. Также бензоэлектрические кроссоверы имеют уменьшенный топливный бак – 49 литров вместо 62 литров. А специально для рынка Америки будет подготовлен заднеприводный GLC 300. Новинку будут собирать на заводе Mercedes-Benz в Германии. Серийное производство запустят уже в июне. Тогда же откроют прием заказов и объявят цены. А отгрузки машин дилерам начнутся в сентябре. Понравился ли вам дизайн нового GLC? И как вы считаете, новый кроссовер стал выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, хочу напомнить и посоветовать свой телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. Также, чтобы не теряться, советую подписаться на мой Яндекс.Дзен и группу ВКонтакте. В описании закрепленном комментарии я оставлю ссылку. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.